Война. День 288. Ситуация на фронтах. Человеком года по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский, а также дух Украины, который олицетворяет стойкость украинского народа и украинское сопротивление российским захватчикам. До войны мало кто ожидал от Владимира Зеленского такого мужества и лидерских качеств. В особенности это стало сюрпризом для россиян, которые думали, что Зеленский убежит при первых же ударах по Киеву, а армия потеряет управление и будет быстро сломлена. Напротив, ежедневные обращения Зеленского с осажденного Киева стали символом украинского сопротивления и вселяли в людей решимость сражаться, так как их президент не убежал и остался с ними. Также важную роль сыграли обращения Зеленского к парламентам других стран и даже к людям на площадях, собирающихся поддержать Украину. Его обращения были эмоциональны и искренние, что отыграло важную роль в оказании помощи Украине. Альянс Свободы. Германия передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155 калибра 155 мм. Это новейшие немецкие САУ на колесном шасси с формулой 8х8, которые являются продуктом эволюции самоходок Panzerhaubitze 2000. У них улучшена система управления огнем, а башня полностью автоматическая. Таким образом, экипаж САУ составляет всего 2 человека. Длина ствола составляет 52 калибра, что позволяет вести огонь на расстояние 40 км. Колесное шасси делает САУ более дешевой, легкой и мобильной. Для ее перемещения не нужны тягачи, но в то же время она становится менее проходимой по бездорожью. Но учитывая тот факт, что у Украины в основном САУ на гусеничном шасси, получение артиллерии на колесном является плюсом. Восток. В Яковлево Белгородской области сильный пожар после взрыва. Украинский генштаб сообщил о обстреле Богдановского, что может означать его освобождение. Учитывая это, можно также обозначить, что Двуречное освобождено, а Тальвежанка все еще остается спорной. Южнее российские войска атаковали Площанку, но продвинуться не смогли. Сейчас известно, что россияне наращивают оборону за Сватово и Кременной, так как вероятно, что украинские войска не будут штурмовать города в лоб, а обойдут их, как это уже неоднократно бывало. Таким образом, опасаясь повторения сентябрьской атаки ЗСУ, россияне тут выстраивают эшелонированную оборону, дабы после прорыва первой линии не посыпался весь фронт. Особенно важным направлением для них является Кременная, так как потеря этого города приведет в крайне неловкое положение всю ту массу российских войск, которые так упорно пытаются захватить Бахмут с севера. На правом берегу Северского Донца бои все там же, за Солидар и подступы Бахмута. Из необычного российские войска атаковали Белую гору со стороны Курдюмовки. Атаку совершали вдоль Балки, что позволило им незаметно пройти большую часть пути. Тем не менее, оттеснить украинские позиции им не удалось. Понеся потери, россияне отступили. Продолжаются бои в районе Авдеевки и Марьинки, но изменений за последние сутки не произошло, как и на южном фланге. Юг. В Румынии зафиксирована переброска американских БТР М1117 с порта Констанца в Украину. Напомню, что ранее было оглашено о передаче 250 таких БТР, что довольно много. Россияне сообщают о сбитом беспилотнике в Севастополе. Николаев подвергается ракетным ударам, в результате чего было уничтожено несколько пассажирских автобусов. Также обстрелам подверглись жилые дома в Херсоне. Спасибо за просмотр, спасибо всем, кто поддерживает канал лайками, подпиской, комментариями. Кстати, очень хорошо помогает распространение видео, если вы поделитесь с ним в своих социальных сетях. Ну и огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.